у меня нет ни дома, ни друзей. Блин, да я здесь единственная не иностранка. Она является совершенно каким-то ненужным, лишним здесь объектом. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Друзья, привет! Продолжаем сегодня про Париж. Когда я приехала жить и учиться в Париж, я не знала в этом городе ни одного человека. У меня не было вообще ни одного знакомого. То есть все это было действительно с нуля. Еще когда я в Москве планировала поездку, я заранее не нашла себе жилье. И первые 2 недели в Париже я жила в хостеле. При этом я очень активно искала себе жилье, и могу сказать, что, наверное, когда у человека бюджет неограниченный, поиски проходят проще. Но когда хочется остаться в каких-то рамках, то, конечно, придется постараться. И вот я очень активно смотрела объявления, звонила, ездила смотреть жилье и так далее. Во Франции есть еще другие всякие заморочки, как правило, нужно иметь гаранты и так далее, но это опустим. Каждый день я ходила на занятия в университет, и постепенно я знакомилась с людьми, и в будущем им суждено было стать моими очень близкими друзьями. Но тогда все только начиналось, и, конечно, сложенного круга друзей у меня пока еще не было. И вот я помню, это был октябрь, и дни были в основном такие серые, дождливые, промозглые. После занятий мы выходили из университета, и все разъезжались по своим домам. А я стояла, и я помню, что у меня было такое острое чувство, что мне некуда идти, что у меня нет дома. Вы скажете, как же хостел? Да, хостел был прекрасный, там были все очень доброжелательны, это был очень хороший хостел, но все равно я его рассматривала просто как место, где я могу переночевать. У меня совершенно не было ощущения, что это мой дом, пусть даже и временный. И вот я выходила, у меня нет ни дома, ни друзей, никакой нормальной эмоциональной, моральной поддержки. Полная такая бесприютность и неприкаянность. И вот я начинала просто куда-то брести, опять же, потому что мне казалось, что мне некуда идти. У меня было это ощущение. И я неизбежно доходила до какого-нибудь собора, вроде собора Парижской Богоматери, но другого, благо в Париже их много. Садилась там и подолгу сидела, по часу, иногда по 2. На улице, как правило, шел дождь, и я сидела с ощущением очень отчетливым, которое до сих пор помню, человека, которому некуда идти. Мне кажется, я тогда максимально приблизилась к пониманию того, что, наверное, ощущают люди без определенного места жительства. Полная неприкаянность. Это продолжалось 2 недели, а потом я нашла-таки себе жилье, комнату. Это было совершенно чудесно, несмотря на очень долгие поиски, трудные. Все закончилось очень хорошо, это было из серии «Приезжайте прямо завтра со всеми вещами». Семья меня очень хорошо приняла, и несмотря на то, что я снимала просто комнату в чужой квартире, в чужой семье, несмотря на то, что район был не самым лучшим, потом я переехала. Несмотря на все это, я помню, как у меня сразу же возникло чувство, что теперь у меня есть дом. Конечно, не мой, конечно, временный, но возникло именно чувство дома. Теперь мне было куда идти после занятий. Ну и, конечно, связи с друзьями крепли, устанавливались отношения, и постепенно, конечно, все выровнялось, и все стало очень весело и здорово. И вот так вот с нуля за 2 года вокруг меня сложился действительно такой идеальный маленький мирок. Мне это сделать удалось. И было очень смешно. Меня в какой-то момент приехала навестить мама в Париж на неделю, и мы с ней пошли кататься на традиционных корабликах «Бату-Муш». Там были сплошь иностранцы, китайцы, европейцы, русские. И я помню, я смотрю на это и говорю такая в сердцах: блин, да я здесь единственная не иностранка. И я только спустя время, минуту или 2, поняла, что я сказала. Мы очень смеялись, так вот, получается, ассимилировалась. Хочу еще рассказать про 2 интересных эпизода, которые у меня были в Париже. Первый связан с моим другом-галеристом. Я про него рассказывала в истории «Остаться в Париже». Галерист, которому я давала уроки русского языка, который сыграл некую роль в моей жизни, и в частности в том, что я осталась в Париже на 2-й год. Есть такое мероприятие, флешмоб, которое называется «Ужин в белом». Туда невозможно попасть со стороны, нужно обязательно знать организаторов. И вот этот галерист как раз в то лето был организатором, его задача была найти 10 человек, и он, в частности, пригласил меня. Он должен был 10 своих друзей к этому привлечь. В чем суть? Вот так вот по цепочке через друзей собирается группа большая людей, несколько тысяч,
Заранее известна дата и время мероприятия, но место сообщается только за час или за два по разным каналам связи. Заранее все разбиваются на пары, нужно принести с собой переносной стол, 2 стула, еду какую-то, и обязательно, это принципиальное условие, быть одетыми с ног до головы в белое. И вот когда люди узнают место, а в тот год мест было 2, квадратный двор Лувра и площадка перед собором Парижской Богоматери. И я участвовала в ужине в белом именно перед собором. Так вот, когда люди узнают про место проведения, то с разных уголков города в это место стекается эта многотысячная белоснежная толпа. Эти белые элегантные люди расставляют стройными рядами столы, рассаживаются, начинают импровизированно ужинать к великой радости собравшихся вокруг туристов, пьют вино, шампанское, и потом, когда все это заканчивается, убирают обязательно за собой и расходятся. Это мероприятие обычно проводится каждый год, оно считается престижным, и у него очень хорошая репутация. Например, в тот год руководство Лувра разрешило оставить квадратный двор открытым даже после официального часа закрытия, чтобы участники ужина в белом могли там подольше остаться. А нас с балкона Нотр-Дама поприветствовал и нам помахал рукой сам архиепископ. Вот такое интересное мероприятие. И хочу рассказать еще об одном. О том, как мы с подругой сходили в ресторан Dans le Noir в темноте. Сейчас, насколько я знаю, есть подобный ресторан в Питере. Но тогда, 10 лет назад, это был очень новый концепт, и такие рестораны были в Париже, в Лондоне и, может быть, еще в каком-то третьем месте. Но точно их было немного. И в России тогда такого не было. Что это такое? Придумал этот концепт человек, который потерял в результате несчастного случая зрение. И он хотел показать разницу в восприятии мира у зрячего человека и у незрячего. В этом ресторане работают незрячие официанты, и все было так. Мы пришли. Нужно было выбрать одно из 3 или 4 меню. Причем ты не знал заранее, что ты будешь есть. Ты мог выбрать только из серии вегетарианское, мясное, рыбное и так далее. Все было по сеансам, в каждом сеансе участвовало, не помню, 6, 8, может быть, 10 человек. И вот наступало время нашего сеанса, и нас незрячий официант за руку провожал в отдельное помещение. Причем все было отлично организовано в том плане, что помещение действительно было абсолютно темное. Это была кромешная, полная чернота. Не было ни единой щели, ни единого вообще лучика света. Полный мрак. Мы рассаживались. Я не ощупывала, кто там сидит около меня. Я знала, что напротив меня подруга, справа-слева и по диагонали какие-то другие люди. Все вполголоса переговаривались, но было совершенно невозможно определить дистанцию между нами. Насколько они близко, насколько они далеко, было совершенно непонятно. Нам приносили по очереди блюда. И мы не знали, что мы едим. И тоже абсолютно интересный момент, было очень сложно определить, что же это такое. Не было ничего экзотического, все вкусы были, в принципе, знакомые, все блюда были простые и понятные, но очень сложно было эти вкусовые ощущения облечь в слова. Очень сложно было сказать, что же это такое. И это довольно, в общем-то, распространенное явление. Есть такие игры настольные, в частности, где 20, допустим, стоят баночек, флакончиков с запахами, и не написано, что это такое. Запахи совершенно банальные: роза, не знаю, корица, оливковое масло. Человек нюхает, он знает, что это до боли знакомый запах, совершенно ему знакомый. Но, как правило, очень сложно именно назвать, что это такое. То же самое мы испытывали тогда, но со вкусом. И еще один интересный момент – приборы. У нас были вилки, ложки. Технически было очень сложно их использовать, да? Нужно было сначала не промахнуться этой вилкой, потому что не было видно ничего. Потом нужно было аккуратно поднести ко рту. Было целое дело, все нужно было делать медленно. Но даже это не главное. Я очень быстро сразу поняла, почувствовала, что вилка эта, например, она является совершенно каким-то ненужным, лишним здесь объектом. Это какой-то холодный, металлический, непонятный предмет, который все портит. Когда я что-то ела вилкой, мне было невкусно, непонятно и, как-то не так. И очень быстро я пришла к тому, что все, что я могла есть руками, я начала есть руками. И все кардинально изменилось. То, что я ела руками, было вкусным, прекрасным. То есть вилка действительно внесла какой-то диссонанс. Я не знаю почему.
так произошло, но тоже вот такое интересное наблюдение. Сеанс закончился, мы вышли, тоже нас проводили эти незрячие официанты. Мы посмотрели, что же мы такое ели. Было много сюрпризов. Большинство людей не догадалось, что это были за блюда, по крайней мере, половина блюд, какие они именно были, что они из себя представляли. И полное впечатление, мы вышли и разобрались кто куда. Вот такой тоже интересный опыт. Друзья, на этом, наверное, парижские истории закончились. По крайней мере, вот так вот сходу я больше ничего такого особенного вспомнить не могу, что можно было бы рассказать. Но это ничего, потому что есть еще и другие истории, не парижские. Подписывайтесь и до встречи с новой историей на следующей неделе. Пока!